Привет! В дальнейшем я планирую несколько видео о блокнотах, поэтому сегодня я хотела бы отдельно осветить тему состаривания и тонирования страниц. Состарить страницы можно с помощью кофе или чая. Я, если честно, думала, что это общеизвестная информация, но когда мне стали задавать подобные вопросы, я поняла, что эта информация не перешла из поколения в поколение, и ситуацию надо исправлять. Что примечательно, два вышеупомянутых напитка дают разные оттенки. Покажу на примере. Растворимый кофе и чайные пакетики. Я добавляю их довольно много для насыщенности цвета. И пока чай заваривается, покажу вариант с кофе. Для этого видео я буду тонировать маленькие листочки на тарелочке. Потому что это красиво помещается в кадре. А обычно же я делаю листы А4 на противне. Так что тарелочка это только для демонстрации. И оказалось, кстати, не самым удобным вариантом. Если просто опустить листы в кофе и подержать их там, результат будет не очень яркий. Если вам такое подходит, классно. Для меня это мало, поэтому я предпочитаю пользоваться еще кисточкой и феном. В случае с кофе, кстати, мне нравится использовать глагол «кофеварить». Кофеварить листы. Звучит как-то так приятно и отображает процесс, мне кажется. После того, как я заполню кофе весь лист, я сушу его феном, чтобы быстрее высушить. И потом наношу второй слой кофе, делая акценты в определенных местах. Например, по краям или какие-то пятна кофе. Конечно, не обязательно делать так много, повторюсь, это для демонстрации. И то же самое с другой стороны. Можно дополнительно помять или порвать лист для пущего эффекта. И если таких листов надо много, процесс получается трудоемким и занимает много времени. Но лично я готова работать ради такого результата. Конечно, не такого, как на этой бумажечке конкретно. Здесь она просто маленькая и не сделать большого градиента, переходов пятен. И поэтому получилось все так скомканно. А вот когда я покажу вам травник наш, там результат очень классный получился. Тот же процесс и с чаем. Здесь, кстати, можно окрашивать прямо чайным пакетиком. Что касается обжига страниц, я эту технику не использую, мне не очень нравится, но не могу не упомянуть. Мне кажется, в детстве так делали все, но будьте, пожалуйста, с этим аккуратнее. Еще один интересный вариант – тонирование с помощью акварели. И вот это огромный простор для вашей фантазии. Для начала я смачиваю лист водой, потому что если этого не сделать, краска просто ложится плотным слоем, а нам же нужен не очень яркий цвет. Можно, конечно, сделать и яркий, все зависит от того, что вы хотите. Но давайте смочим лист водой, тогда краска ложится нежнее. И просто наносим цвета так, как нашей душе угодно. В моем случае это, конечно же, сочетание синего, розового и фиолетового. Так как это не рисунок, а тонирование бумаги, воды можно не жалеть совершенно. Вполне можно добавлять и какие-то узоры, пятна, полоски и так далее. Еще можно создавать градиенты, плавные переходы одного цвета в другой. И тут техника та же самая. Я сушу феном лист, переворачиваю и тонирую его с другой стороны. Если, кстати, у вас лист начинает вот так убегать от фена, просто держите фен не под углом, а вертикально, так, чтобы поток воздуха прижимал, придавливал лист к столу. И вот для сравнения, просто опущенный в кофе лист, закофеваренный лист и чайный лист. Как видите, тон листов от чая желтее, а кофейные странички, кстати, приятно пахнут довольно долгое время потом. Что касается оттенков, кстати, тут еще все зависит от того, какой сорт чая вы используете, какую фирму кофе вы используете или какой кофе вы используете, растворимый или он у вас в капсулах. Все вот это вот может повлиять на результаты окрашивания. Зачастую, например, для своего травника я совмещаю кофе с чаем. Мне нравится получаемый результат. Я просто завариваю в одном стакане сразу и чай, и растворимый кофе. Когда листы подсохнут, я проглаживаю их утюгом. Это расправляет листочки, и при этом они все равно остаются не идеально гладкие, и в данном случае мне это очень нравится.
Только не кладите под утюг влажные листы, потому что они очень нежные и утюг может их порвать. И обязательно в конце проверьте, не испачкалась ли у вас поверхность утюга, чтобы потом не было неприятных сюрпризов на рубашках. Если у вас сразу не получится именно тот результат, который вы хотели, не расстраивайтесь. В этом деле, как и в любом другом, тоже нужен опыт. Пробуйте еще, и у вас обязательно получится. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.